Чизи представляет. Где-то далеко-далеко есть остров. Прекрасный остров, полный сокровищ, которым правили иностранцы. С виду они казались дружелюбными, но что-то все же они скрывали. Hello, Jack. My name is J-Rock. I'm friendly. Do you need some loot? Yes, of course, Mr. Rock. Can I build base here? Why not? You can build here. Когда я первый раз попал сюда, я успел пообщаться с одним из них. Его звали J-Rock. И все, что я помню, как он, когда я отвернулся, меня вырубил и украл все мои ресурсы. Эх, зря он так поступил. Я ведь хотел просто поселиться на этом острове и жить с ними в мире, а теперь мне придется с этим разобраться. Говорят, на этом острове живет целая деревня и управляют им разбойники. Тяжело, однако, попасть на островок, ведь повсюду стоят блокпосты. Но есть у меня одна идейка. Ну вот я и вернулся, J-Rock. Остров разбойников. Давайте там, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. До 3 миллионов осталось совсем немного. Я знаю, что ты посмотрел на цифру. На самом деле многовато. Но я думаю, мы с вами добьемся этой цели. Ну и конечно же, берите вкусняки, ведь путешествие вас ждет очень долгое. Приятного просмотра. Ну и по традиции, мои видео выходят и на ВК-видео. Ну привет, растеры. Что вы, хотели смотреть видос без лайка и подписки? Видишь этого челика у меня за спиной? Он делал то же самое. Так что я, конечно, ни на что не намекаю, но как будто пора исправить эту ситуацию. А вообще, для вас у меня кое-что есть. Видишь этот зеленый ящик? Угадай, у кого я его украл. Правильно, у клановых игроков. Поверь, там лежит что-то очень ценное. И это что-то ты можешь забрать себе. Для этого тебе нужно всего лишь зайти в мой телеграм и поучаствовать в розыгрыше. А сейчас, погнали видос смотреть. Как только я появился на сервере, я заспавнился возле какого-то интересного острова, который был полностью застроен, и я понимал, что здесь намечается лютый контент. Выглядит так, будто бы тут можно что-то проворачивать. А где я вообще? Возле свалки. И по знаку судьбы мне выпадает очень нужный предмет. Благодаря этой вещичке я могу попасть куда угодно. Подожди, или на эту территорию я могу на лэпе пропрыгнуть? Вначале я хотел запрыгнуть на ближайшую территорию, но тут заметил, что там сидит чел с пешкой, который попытался меня отработать. И тогда я подумал, что вернусь я сюда немного позже и займусь вначале островом. В моменте у меня резко вылетела игра. Раз в последнее время все больше требует мощные комплектующие. А ведь знаете, я понимаю, что многие из вас не могут поиграть в него из-за слабого ПК. Раньше и у меня были такие проблемы. И спасала ситуацию только МТС Fog Play. Это облачный гейминг, где игры запускаются не на твоем железе, а на мощных ПК с видеокартами вроде RTX 5090. И сразу бонус. По моему промокоду Cheesy1 новым пользователям 1 час игры бесплатно. Поэтому тебе не нужно ничего устанавливать. Выбираешь игру, жмешь подключиться и через пару минут уже играешь без скачивания и очередей. Играть можно где угодно, на слабом ПК или ноуте, через браузер или приложение для Windows, на телефоне и даже на Android TV с геймпадом. Цена от 19 рублей в час, платишь только за игровое время. Из тайтлов на платформе God of War, The Last of Us, GTA 5, Elden Ring и многое другое. Хочешь диванного боя? Android TV плюс геймпад и Mortal Kombat на большом экране. Если переживаешь за лаги, просто меняй сервер. Сессии короче 5 минут компенсируются автоматически, а если играл меньше часа, остаток за недоигранные минуты вернется на баланс. Для стабильности лучше подключаться по кабелю, но и по Wi-Fi можно спокойно играть, если интернет ровный. Переходи по ссылке в описании, вводи промокод Cheesy1, забирай 1 час игры бесплатно и катай в МТС Fog Play уже сейчас от 19 рублей в час. Ой, вторая, что? Так я могу одну где-то рядом поставить, а вторую там к ним. Или нет? А там турели, походу, есть. 1000 дерева ее надо, чтобы заапгрейдить. Окей, не проблема. Эти новые звуки меня пугают. Так долго я еще никогда не фармил 1000 дерева. Осадная башня, это впервые ты мне пригодилась. Нифига себе. А я смогу выпрыгнуть же отсюда?
Да. А что если сломать у них здесь шкафы? Подожди, я сейчас палку здесь кину. Аккуратненько приныкаю ее в кустике. Остальное не особо страшно потерять. Довольно интересненько выглядит все это. А что если я построю здесь дом у них на острове? И только я собирался подфармиться, чтобы построить небольшую кибитку, как вдруг встречаю местного обитателя, который сразу же мной заинтересовался. Hello? I just spawned here. My friend. Can I live here? Вначале мне показалось, что этот парень довольно дружелюбный, потому что он просто смотрел на меня. Вот, до этого момента. Why you shoot me, my friend? I'm friendly. You can take it all. Please. Please. Но как бы я не умолял его поднять, он все-таки выбрал свой путь и просто меня убил. Я запомню тебя. То есть ты, убив меня, подумал, что ты от меня избавишься? Другалек, ты вообще не с тем связываешься. А вообще, если у них забрать хотя бы один шкаф здесь, то я спокойно смогу контролировать их остров и забрать турели. Блин, там турели есть. И стреляют они очень больно. То есть туда смысла перепрыгивать мне нет. Но капец, как хочется посмотреть, что там есть. Это опять он. О, я вижу его. Это отличное время убежать в другую сторону. Мне кажется, если бы у меня было пару копий, в теории у меня был бы шанс его раскидать. Ну или хотя бы лук. Ткань, кстати, здесь нормально спавнится, поэтому шансы у меня есть туда к нему попасть. Но то, что там есть болтовщик, меня это вообще не радует. Стоп. К нему можно в дом попасть. Через щелочку. Мне лестница нужна. Офигеть, тут ткани. Это остров моей мечты? Так я тут и буду жить? Откинув с палочку и нафармив немного камня, чтобы скрафтить себе стрелы, я пошел осматривать дальше этот островок. Ведь здесь были потайные лазейки, куда я мог в теории пробраться. Тут тоже есть турели. Don't you can't touch my chickens. Are you fucking cheater, man? Don't you fucking touch my chickens. Какой-то очень странный тип этот. Очень странный. Почему он меня всегда находит, я не понимаю. Я тебя все равно когда-то отыграю, браток. Будь уверен. Осмотрев территорию, я понял то, что ловить пока что здесь мне без оружия нечего. Но прежде чем уходить с этого острова, я знал, как можно будет сделать больно Джейроку. I kill your chicken, bitch. No, you did not. Мне срочно нужно копье. Я зачищу всю эту территорию. Простите, курочки, ничего личного. Я теперь хочу жить на этом острове из-за того, что он меня убил. Рано или поздно, чувачок, я тебя переиграю. Да, даже если у тебя есть броня, это не значит, что я тебя не переиграю. А вот на лук мне уже хватает. Как только я у тебя бур отожму, ты даже и представить себе не можешь, как тебе станет больно жить на этом острове. И твоим друзьям. Чё-то он там бегает по своей территории. Он чё, с ракетницей?
Теперь вы понимаете, насколько эти ребята были серьезно настроены. Чтобы уничтожить осадную башню, они взяли скоростные ракеты. Hello, Doc. It's me. You killed my chickens, man. Я не только твоих чикенов убил, еще и тебя убил. Так, сейчас его друг придет. А что, если я построю здесь дом? Запрыгну и построю свой дом. Но для этого мне нужно вначале там развиться, на том острове. И вернуться потом сюда. Звучит вообще отлично. И только я подумал о том, что нужно сваливать с этого острова, как вдруг они выбегают на меня с СКС-ками. И начинают зажимать со всех сторон. Оп. Hello, bitch. Goodbye, bitch. What's up, little boy? You're not going anywhere. You're not going anywhere. Я сюда вернусь, когда у меня будет оружие, а мы с вами по-другому поиграем. Короче, теперь я понимал то, что там обитают серьезные ребята. И чтобы им противостоять, мне как минимум нужно было немного развиться. Зато как интересно стало выживать, когда я нашел интересное место, реально. Просто не место, а сказка. А заодно я решил осмотреть, как там дела у деревенских жителей за забором. И найти какую-нибудь потайную лазейку, как бы мог я к ним туда пробраться. Оп. Тут тоже какая-то деревня. У них и коптер есть, и турели. Очень интересно. Вот это очень интересно. Опа. Ощущение такое, будто бы здесь все одни и те же люди играют. Да, запрыгнуть в окно с таким пингом с первого раза у меня не получилось. И тут я понял то, что лучше мне будет поставить свой домик и нафармить на лестнице. А заодно, быть может, я бы раздобыл себе какое-нибудь оружие. Так этот домик можно себе забрать. Кто это у меня тут маленький такой фармит камушек? За лидоруб спасибо. Как бы мне пробраться к нему на территорию, к тому типу? Лестницы мне нужны. Мне нужно было деревце, и благодаря админскому топорику нафармить его не составляло труда. А еще я был приятно удивлен, что на этом сервере у меня практически было все изучено. Но, как вы знаете, новые верстаки вызывали небольшие трудности. О, люди! Люди! Тут есть люди! О! Hello, my boy. Hello. You go to me, yes? You go to me? You farming for me? Я фармила. Последние слова были действительно серьезными и правдивыми. Все мы были когда-то фармилами. С буром ходят. Просто бегает и фармит по своей территории. Неплохо он придумал, конечно. Вообще неплохо. Наконец-то я поставил себе первый верстачок, благодаря которому мог скрафтить арбалет. И уже с ним я отправляюсь фармить фармил. Hello. Двушечку отдашь? Хороший мальчик. Попутно я переработал все, что у меня было, ведь мне хотелось изучить эту двушку. Hello. I kill your ass. You got me. I'm loaded.
Yes, yes. Я знаю, что ты заряженный был. Вкусно и грустно. Ого. И тут, по знаку судьбы, неподалеку от меня рейдятся челями. И я вижу в бинокль, что там не особо сильно заряженные парни. То есть шанс отработать их с двушки у меня был. Чел с разрывными, то есть у него есть 3-й верстак. То есть ребята-то максимально серьезные тут рейдят. Оп. Оп. 27 хп. Я домой. Не зря сходил на антирейд. Типы в топ-сетах рейдят с очелями. С томиками. Так, там СМГшка пришла. И вот теперь ко мне пришло понимание, что оставлять такой лут за деревянными дверьми — это ошибка, и что мне нужно было укреплять мой домик. Да и скажем так, место в маленьких ящиках абсолютно закончилось. You're dead, thanks for farm. И когда настала ночь, я заметил, как аирдроп падает прямиком в джунгли, которые находились неподалеку от меня. И я подумал, почему бы туда не сходить, ведь оттуда могли выпасть чертежи, которые мне нужны были на крафт 2-го верстака. Опа. 2 чертежа. 2 чертежа — это очень хорошо. Самое грустное, что там взрывки не было. Ну, 2 СМГулечки вкусненько звучит. И пистолетик. Да, такую хитрую ловушку я не встречал давненько. Бежал я, значит, к своему трупчику, как вдруг встречаю одного интересного челика. А почему нет нафиг? Сколько надо попадать, чтобы чел умирал? Ого. О, подожди, листочек. Это маленькая помоечка где-то здесь. Опа. Меня никто не нашел. Вот такая тема. Я не смогу облутать все. А с другой стороны, блин, и рисковать. Зачем? 3 чертежа, еще 2, и у меня будет 2-й верстак. В итоге, все-таки я смог все это засейвить у себя в домике. И так как скраб мне не особо был нужен, я решил пойти на дереве изучения в сторону сачельки. Ведь до 3-го верстака я бы дошел еще очень нескоро. И, конечно же, я понимал то, что мне нужно как можно скорее расширить мой домик, потому что все хранить за 2 дверьми очень нецелесообразно. Ой-ой-ой. Новая анимация. Ай-яй-яй-яй-яй. Симулятор дровосека, который утром хряпнул пару рюмок. А еще недавно я нашел очень интересную игруху, о которой я вам сейчас расскажу. Myth of Empires Завоевание — это ММО Survival песочница с живым миром и разнообразным PvP. Это не просто игра, это новое приключение. Русская локализация, стабильные серверы, бешеный темп прокачки, щедрые награды и живое PvP.
Скоро ЗБТ, а там и релиз не за горами. Современная графика раскрывается во всей своей красе благодаря Unreal Engine. Интересная система производства и крафта включает сотни рецептов и технологии своей эпохи. Абсолютная свобода в PvP. Механики выживания усиливают напряжение, а к финалу сезона на карте появляются ключевые точки конфликта. И начинаются самые жаркие битвы. Гильдии и альянсы. Объединяйтесь ради власти и контроля. Есть за что бороться. Прогресс между сезонами не теряется, а идет вместе с персонажем. Подчините себе уезды, префектуры и крепости, стройте укрепления и обеспечивайте снабжение. В Myth of Empire завоевания будет ускоренная прокачка и более динамичная PvP в каждом цикле, в отличие от версии в Steam. И в отличие от Steam, эта версия будет доступна бесплатно. Скоро игру можно будет опробовать на закрытом бета-тесте. Полный релиз в России и странах СНГ запланирован на следующий год, так что переходи по ссылке в описании, регистрируйся на сайте и получи шанс попасть в ЗБТ. Гарантированный доступ при покупке набора раннего доступа. И вот, пока я вам все это рассказываю, попутно собирался в гости к своим соседям, у меня в кустиках появился новый друг. Ну нифига себе. А не сосед ли это был? Easy. Easy loot. Suck my penis. Ну что ж, данным действием я подписал себе смертный приговор. Теперь этот челобасик будет бесконечно сидеть под моим домиком. Не хочу умирать от двушки, не хочу умирать от двушки. Ой, нифига, у него берда. Чё-то вам бы потренироваться немного, маленькие. Ну, пофармить пофармили, спасибо и на том. Ой-ой-ой, малышик, а ты как раз вот фармил, чтобы мне ресурсы принести, да? А где твоя берданочка? А где? Вот она. А у тебя что? И пока я лутал то, что эти ребята перерабатывали, я заметил одну очень странную вещь. Под моим домиком на камне сидит челик с томиком. Опа. Опа, нифига. Меня скоро будут рейдить, я уверен. Ну тогда есть у меня все равно идейка, что я могу сделать. А идея была у меня на самом деле максимально простой. Я не собирался все это сейвить в моем домике, потому что понимал, что под ним сидят. И поэтому решил застроить другой домик, который находился неподалеку. И засейвить там пару пушек, чтобы если меня зарейдили, я не потерял бы все. Опа. То, что надо. Фармер на заказ? Я решил не застраивать этот дом как обычно и сделать видимость того, что он якобы зарейджен. Ведь кто будет рейдить зарейдженный домик, не так ли? И еще одну дверку. И вот, когда я все засейвил, я мог спокойно спавниться в своем первом домике. Так, ну будем честны, скраб я им не планирую отдавать. Гантрап. О, глушитель, имба, все. Во, то, что надо. А игроки из деревни пристально наблюдали за моим домиком. И судя по тому, что у них была берданка за спиной, они явно замышляли что-то очень нехорошее. Так, у него есть берданка за спиной. Это означает, что они хотят разрывными рейдить мой домик. Я их прочитал как открытую книгу только что, если что. Но вот только они не учли один момент. Что я в любой момент могу поставить там витрину. И им будет очень неприятно. А мне будет очень приятно. Он с ракетницей стоит и с очелями. Капец, они прочитаны. Он стоит и смотрит в мою сторону. То есть это уже не паранойя. Как только этот маленький выбегает сейчас из ворот, мне надо идти в их сторону. Вот это типы там люто потеют, жесть.
Эти парни были прочитаны как открытая книга. Я знал то, что их больше, и поэтому дал им шанс немного пострелять по моему домику, чтобы они ничего не подозревали, что я где-то рядом. И как только ракеты были запущены, я мог включать режим берсерка. Hello, bitch. Так, окей. Они прочитаны, но мне надо уйти, засейвить это в другое место. Вряд ли у третьего взрывка была. Капец, типы, наверное, вовсю уже думают, что я софтер. У них есть третий верстак. Теперь я знаю о них больше. Есть у меня одна идейка. Какой кошмар. Ой, с двушкой сидит. А если я приду с другой стороны и их убью? Они огорчатся? Ого. Это что за местный гренадер? Кто в них кидает? А, это дрон кидает в них гранаты. Это дрон просто гренадер. Hello, my neighbors. Hello. Nice cheats, Frank. Nice cheats. Easy manual. Easy manual. I got only big, my friend. It's not cheat. It's just a Easy big, manual. big Easy skill, my manual. friend. Easy manual. Блин, почему они считают, что я читер? Есть ли кто-то у меня под домом или нет? То это был бы самый фришный лут в их жизни. Есть у меня гениальная идея. Как засейвить весь лут сегодня ночью. Короче говоря, все ресурсы я решил перенести в тот домик, где даже был открыт шкаф. Но там, по ощущению, все равно было немного надежнее, чем в том домике, который уже пытались зарейдить. И дабы меня здесь не продипали, я подумал, что лучше бы все-таки немного укрепить защиту. А на ночь пару дверей я просто снимаю, застраиваю здесь потолок и делаю вид, что дом зарейжен, и все. Опа, а там ящики есть у типа. А так как у меня появилось немного взрывки, я мог ее потратить на эту дверку и узнать, что же там все-таки лежит. А лежало там примерно ничего, кроме двух чертежей, которых мне как раз таки не хватало на второй верстак. Вот так вот пусть будет. Ну и шкаф я, конечно же, тоже решил переставить. Ведь если бы этот домик занял рандомный бомжик и застрял у меня, это было бы фиаско. Но этот дом выглядит так, будто бы он зарейжен. Тем более тут столько домов каменных, что как будто мой дом конкретно рейдить смысла точно нет. Добавив еще немного антуража и сделав вид, что его полностью зарейдили и застроили, я мог отправляться отдыхать. Ведь сегодняшний день был действительно тяжелым. Но прежде чем выходить спать, я все-таки решил осмотреться и узнать, кто же обитает возле меня.
I will find you, my brother. I'm sorry, I pick you up. Did you live here? Yes, that's my base. Do you live nearby? Yeah, I live close to you. But my neighbors raid me, but it's okay. No, you can take it. This one. I don't need. Take it. I got it. No, Oh, no, okay. I have two, my friend. Don't worry. I live close to Rancho, but Where's your my base? base Where's is your base? raided now. 4 people raided me. God damn it, bro. No problem. Have a good one, bro. You too. I'm sorry if I kill you, my friend. Sorry, bro. Короче, план такой. Лестниц у меня, походу, нет готовых. Ну и дом у меня говно. Как обычно в целом, как бы. Я в нормальных домах не живу. У меня такой кодекс. Жить в домах, где невозможно жить. Ну, в целом огонь. Тут якобы шкаф был, а тут будет написано main. Main. Я считаю, что это самая лучшая нычка, которую можно было только придумать. Мне кажется, он идеально выглядит. Он реально выглядит так, будто бы его взорвали и застроили нафиг. Отлично. Я считаю, что это лучшее мое строение за последнее время. Я зашел на сервер и вижу вот такую картину. Они реально пытались меня взорвать. Вот это прикол. Знали бы они, что это моя нычка. Максимально беспалевная. И она все еще жива. Ну вот, как я и обещал, я хотел вернуться на этот остров, когда у меня появится оружие. И заспавнившись на спальнике, я подумал то, что пора бы начинать ремонт их шкафчиков. Но для начала нужно было открыть свой легендарный бункер и поставить второй верстак. Раз, два. Есть у меня маленькие проблемы с местом, но с другой стороны, а что поделать? Жизнь такая. Придется что-то выдумывать скоро. Это лучший дом, который я мог построить. Будем честны, в таком говнодоме я еще не жил. Здесь было так удобно, что иногда я застревал в своих же ящиках и не мог двигаться. Ну, кстати, вполне удобно, я считаю. Я даже отсюда выбраться могу. Это просто мой лучший дом, который я когда-либо строил. Ну, домик в шелтере не в счет. Тот дом был вообще легендарный, если вы помните. Фух, ну вроде бы все разобрал. Красота! Оп. Идеально. На этот забор, наверное, фиг запрыгнешь так, да? Угу. Оп, здравствуйте. Я пришел делать ремонт. Ой-ой-ой-ой-ой. А за... Тут еще и ресы у них в шкафах будут. Так это... Я все им выдолблю здесь. Но мне нужно было не только выдолбить шкафчики, а поставить сюда свои, чтобы они не могли их быстренько вернуть. Но вот только уничтожив первый шкаф, я замечаю, как владелец территории что-то там пытается поставить. И я не знал, спалил он меня или нет. Ой-ой-ой. Есть нюансик. Есть маленький нюансик. Тут чего проснулся? Капец, он не вовремя. Так, по-моему, тут никого не видно.
Надо сделать так, чтобы они не понимали, что какие-то шкафы сейчас не их стоят. Билдинг-блок, почему? Блин, там чел, там чел, там чел. То есть он прям сейчас ставит свои шкафы? И мне нужно было как можно скорее его опережать в этом деле. Тут только дерево было. Вот это я им сейчас устрою, тут жаришку. Блин. Hello, J-Rock, hello. И вот теперь, когда меня спалили, мне нужно было действовать еще быстрее. Ведь я понимал, что в скором времени он вызовет каждого своего друга, который здесь обитает, чтобы меня отсюда быстренько выселить. Мне, может, какую-то микротерриторию здесь огородить, пока он тут принес мне вкусняшку. И тут я подумал, что забор, который он мне принес, был очень сильно кстати. И решил построить здесь микро свою территорию, в которую они не могли бы забираться. Ну как не могли? Был, конечно, один небольшой нюансик. А почему он не хочет соединяться? В чем причина? Вот что не так? А как он это сделал нафиг? Я понял, как он это сделал, он просто забежал. Так, ну я построился на территории врага уже. Я у них живу здесь, если что. Но тут полюбаться надо улучшить прийти, иначе меня просто бабехнут. Это будет грустно. Это моя микротерритория. Я здесь буду жить. Ух, нифига я гений. Но я пока смогу сам тут ходить. Hello, my neighbors. Can I live here? No! Why you kill me? Ой, ну ко мне летит. Please, stop grenade, guys, please. Okay, David, I'm harassing you. What you need from my base, guys? Come out of your camp, boy. Bro, your friend died. You cannot even shoot straight, mate. You're Это мое любимое место теперь, я буду здесь жить. Микроподозрение, что они меня не любят. Я, конечно, могу быть не экспертом в данной ситуации, но как будто бы они явно не хотят, чтобы я здесь жил. Хотя как будто договориться было бы неплохим решением на их месте. Но я с бандитами переговоров не веду. Они меня убивали, когда я просто хотел с ними поговорить. Ой, блин! No! Он что, сам себя взорвал? Офигеть, он гренадер 80 уровня. Могли бы просто
сказать, прости меня за то, что мы тебя убили. Вот тебе наши ресурсы. Мы больше так не будем. Be fried, mate, by 15, 20 men. Get it ready. This is mine compound, my friend. I wanna live here. You didn't see. You're not gonna live, you mate. Your base is not gonna stand long. That's what I promise you. Good No! luck standing out here, mate. Good luck. Please don't Bye-bye. raid me. Please. Bye bye, mate. Your base will get raided sooner than you expect. Он сказал, что они меня зарейдят. Короче говоря, пока жители острова кидали на меня вовсю угрозы, я действовал и разбивал как можно больше шкафов. А потом я и вовсе сбегал домой за ресурсами, чтобы мог здесь немного укрепиться. И подготовиться, потому что ребята, судя по всему, явно не обманывали, что могут меня зарейдить. Пам. 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 Домик. Тут у меня будет камбэкошная. На случай важных переговоров. Оп. Come out, pussy boy. Come out. No, I'm scared. Блин, это плохо. А если я закрою? Я вовсю притаился в своем домике и не издавал никаких звуков, чтобы они не знали, в каком именно я нахожусь отсеке. Я хотел дождаться, когда начнутся первые взрывы, чтобы забрать у них взрывчатку. У меня есть один гениальный мув, но я не хочу лишаться кровати здесь. Да мне нет смысла их сейчас убивать, пускай ракеты приносят. Hello, motherfucker, you here? Now you not have a big mouth yet, huh? Please, bro. I just wanna be good friend. Can I live with you? Please. I don't wanna fight. Hey, my friend. Can I live with you? We can be friendly. I got only a revolver from you, my friend. Please don't kill me. Байтит. А чел по тени я вижу, как ходит на крыше. Why you running, my friend? I'm sorry if I kill you. Блин, если я ремовну этот потолок и разнесу ему лицо, он сильно офигеет. Oh, I found the AK outside. Nice. You are dead, bitch! Вы не пройдете сюда, нафиг, маленькие. Блин, патронов нет. Тут турель, что? Нифига себе они гении. А как так вышло, что они смогли турель поставить на моем шкафу? Yo, boy. Yo, pussy boy. Let's talk then. If you want to be friends. Он меня оскорбляет, а потом говорит, давай поговорим, если ты хочешь быть друзьями. Блин, они тут все огородили, я теперь не могу в ту сторону ходить.
На генераторе турель поставили? Что? Так подожди, это же Габелла им! Они в курсе, что теперь я буду владельцем этой турели или нет? Я решил вырубить турель, авторизоваться и деавторизовать всех, кто там был авторизован, чтобы эта турель теперь работала на меня. Теперь это моя турель. О. Только они не будут знать, что я с этой стороны могу выйти, правильно? Я же их деавторизовал. Или авторизовать их, а потом заспавниться и деавторизовать их. Как будто звучит неплохо. Какие у них ники были? Киллиан. Да, Джейрок и Киллиан. Все отлично, отлично. Пусть думают, что я не авторизован. А я буду только в той стороне ходить. Потом я спавнюсь, деавторизовываю их. И наказываю с этой стороны. Окей, следующий, значит, закатаю в камушек. О! Вот это, конечно, лютая дичь происходит. Битва за остров. По кому турель работает? Не пришли ли они меня рейдить? Он с ракетницей? Он с ракетницей! Это Сан-Франциско. Опа! Оп. Отлично, он сам сгнил. У них зажигательные ракеты, у них все есть. Ой, 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 ой. What are you doing here? I can open the gate for you, my friend. Let's go. What the heck? Doo-doo, 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 doo-doo. Where is my neighbors? Where is he? Where is my neighbors? Опа! Ты ни разу не попал и решил оружие скинуть? Я нашел в типе вот это все, у него патронов не было. Я половину всех всадил, у меня тут патронов было. Понял. Я, конечно, мог убить этого парня, но зачем? Он же пытался мне помочь. Поэтому я разрешил ему бегать со мной по этому острову. Они меня рейдить хотят? А я тут сопротивляюсь, видишь? Он с ракетницей шел, слышь, быстрее. Отлично. Братишка умеет помочь. Так, он на КД. Так, надо ждать, когда она отвернется. Я, наверное, не смогу проползти из-за того, что лестница жирная. Угу. Кто бы мог подумать. Тут
короче, вообще без вариков, да? Не, у него не было ракетницы. Ouch! I'm so sorry, my friend. What the heck? It's are your friend? Чертов маньяк со своими гранатами. Прыгай, 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 живи, живи, живи. You're really a pussy boy with your shooting. Pussy boy, pussy boy, pussy boy. А вот теперь маленький. Я заберу твою СКС-очку. Это невозможно просто. What the heck? That's okay, you're cheating. Он продолжает говорить, что я читер. А, это ты был? Нет. У него тут точно ловить нечего. Надо турели как-то у них разбивать. Оп! Отлично. Ух! У меня нет этих ворот. Hello. Okay, you're cheating. You definitely cheating. Thanks, mate. Send the video straight to the... Отличный куст он выбрал для того, чтобы спрятаться. Да я все жду, когда они меня рейдить придут. Они обещали, они не приходят. К ним на территорию начали уже прибегать рандомные бомжики, которые пытались помочь мне. Но вот только прождав здесь около часа, эти ребята рейдить меня не пришли. И они просто сидели на вышках. И тогда я подумал, что стоит их пока что оставить в покое. Чтобы они могли подготовиться и прийти меня взрывать. А я бы в это время уже перенес часть ресурсов в свой мейн. Может отсюда что-то унести? Например, один топ-сетик. Томик оставлю, фиг с ним. Кто знает. Я пошел отсюда, тут ловить нечего. Я пойду домой, потом вернусь. Мне что надо? Мне нужны дроны? Так, магазинов там нет, значит это просто дрон летал. Я буду наносить им максимально жесткий урон. Но как будто вначале надо попробовать на шаре к ним залететь. Звучит так, будто бы они не придут меня рейдить. Блин, там турель. Блин, там еще на крыше турель есть. Но у них как будто все закрыто, но у них там что-то есть на территории. Второй верстак, например. Кстати, изи, по-моему, разбить эту турель. Ой, у них пещера еще на тере. А вот здесь я турели и не наблюдаю. Офигеть, это что за дыра? Так, у меня на территории вроде никого нет. Блин, везде турели есть. Ну, работы здесь как будто у меня много. И как будто я мог бы здесь поставить спальник возле их пещеры. Вот это вот что такое? Что это за дыра? Что это вообще? Это, походу, топовая пещера.
Ну вот когда они придумают механизм, чтобы я мог крутить и поднимать ведро? Вот когда? Или это слишком сложно? Капец, он вообще не может попасть в меня. О, я нашел еще вход в пещерку. По-любому застроено. Фонарик? Есть. Ого! Серьезно? Она не застроена? Тут 3 пещеры нафиг? Ну вот если здесь заруинить им пещеру, капец у них, наверное, сгорит. Не понял, там что, еще можно выше подняться? Реально? Я впервые такую пещеру огромную вижу. Нифига себе тут пещерки. Осмотрев полностью эту пещеру, я понял то, что здесь они ничего не застроили. И явно жить внутри они не планируют. Поэтому я поставил свой спальник прямиком здесь. Я такие пещеры никогда еще в Расте не видел. Как же тут красиво. Я что, всю ночь пробегал там? Ну вы просто взгляните на это. Именно за такие рассветы я и люблю эту игру. И это выглядит очень атмосферно. Ой, я придумал. Пусть думает, что там тоже шкаф стоит. Bro, if your friend not killing me when I starting, I'm not destroy your outpost, you know that? Compound. Stop shooting and move on. Okay, give me loot and I go away from this island. Stop shooting. Go move on, mate. Go move on. I took your mom last night. У этих парней настолько горело, что они сидели за забором и пытались меня вечно оскорбить. Но вот только выходить на улицу они больше не собирались. И тогда мне надоело ждать, когда они придут рейдить, и я пошел заниматься своими делами. Вернувшись на этот остров спустя час, я увидел то, что мою базу все-таки зарейдили. Вам придется еще много потратить ракет, другальки. Очень много. Вот так вот один раз даешь слабину, идешь хавать, и все, и идет коту под хвост. Я капец расстроен. У меня все было готово к тому, чтобы им лицо вскрыть, когда они меня рейдить начнут. Прям все было готово. И пока на острове мне было нечем заняться, я решил поохотиться за другими фармилами. И так как этот видос и так слишком долгий, я решил вам показать, что я делал в максимальной динамике. Так вот, я следил за челиком, который стрелял как читер, и решил найти, где же он все-таки обитает. И наткнулся на маленькую кибитку, куда он как раз таки забежал. Этот чикен будто бы меня все время преследовал. И тогда, найдя таран неподалеку, я решил наведаться к нему в гости. И выбил его каменную халабуду, куда он заносил все ресурсы. Так, надо вот это разбить как-то. А не хватает чуть-чуть. Шкаф тарана можно убить. Блин, какой-то бомж он был. А так как у меня еще оставалось немного МВК, я повскрывал все кибитки, которые находились рядом. И тем самым решил нафармить себе ресов. No, please don't do it.
Ого. Конечно же, чтобы противостоять острову, ресурсов мне нужно было многовато. Поэтому остальное время я тратил конкретно на фарм и обустройство дома. Потому что металл мне нужно, чтобы плавился бесконечно. Есть нафиг. Будем честны, дома хуже у меня еще не было. Но я даже в таком домике умудрился все уместить. Пошло. Блин, стекло поставили. О, эти шкафы они не стали взрывать. И этот шкаф они не взорвали. А, они еще ближе загородились. Уже сейчас я понимал, как же много меня ждет работы на этом острове. Но сегодня нужно было уже немного отдохнуть, потому что я действительно сделал очень многое. Поэтому, открывая все двери, застраиваю снова свой заряженный домик и со спокойной совестью отправляюсь на боковую. Когда я зашел на следующий день на сервер, я услышал внезапно взрывы. И они были в стороне острова. И я подумал, что там что-то происходит. Короче говоря, мне нужно было отправляться туда. Да вроде все нормально. А, не так решили избавиться от моих шкафов, я правильно понял? И тут стало ясно, что эти звуки были не совсем взрывы. Оказывается, что это тараном они разбивали все мои шкафчики. Так я же могу также разбить все шкафы у вас. Вашим же тараном. Мой домик, кстати говоря, никто не зарейдил, и работы на сегодня у меня было очень много. Но вот только неподалеку от меня я услышал вот эти прекрасные звуки. Блин, тут рейдят. Взяв с собой пару пешек, я даже обнаружил, где находится их рейд-кибитка, куда как раз таки забегал челик с ракетницей. Но вот зачем-то эти парни по типичному клише разъединились друг от друга, и я решил выследить одного из них. Нифига себе, киборг! Не зря 2 пешки брал. GG, bro. Can't lie, bro. GG, gang. Yo, if you let me up, I'll bait for you. Let me up, I'll bait for you. Что? Вот это тип, конечно, 3-очковый мастер. Я практически размотал всех, но эта граната заруинила все мои планы. Но тем не менее, взяв СМГшку, я решил вернуться туда еще разочек. Рейдеры со скалы выходить больше не собирались, да и тем более они пробились до шкафа и застроились там, поэтому я решил осмотреть, как устроена их кибитка. Было бы у меня хотя бы 2 сишки, но у меня столько нет. Короче говоря, я решил взять с собой пайпуху и посмотреть, как я смогу пробраться поближе к их рейд-кибитке.
Просто бежать, Димасик, просто бежать. Капец там ресов у них было, значит. Естественно, засейвив все то, что я выбил в эту кибитку, я решил вернуться туда еще раз и попробовать выбить еще больше. Это я сзади, не убей. Да, блин, ну это без вариков там было что-то сделать. Ну ладно. Как бы жестко я их там не разнес, эта граната решила все вопросы. Но вот сейчас настала небольшая проблемка. Они всей своей ордой начали поиски моей кибитки. Ах да, вы можете спросить, кто этот бомжик, которого я не убивал? Это Илюша Санрей прибежал ко мне на помощь. Я думаю, вы помните, кто это такой, не так ли? И пока я собирал все пожитки, которые я с них выбил с этой кибитки, Илюша вовсю за ними наблюдал. Как же они тебя искали, ты бы видел. Блин, под хатой, тихо. Блин, кто-то под этим домом сидит. А у меня тут даже патронов нет, чтобы выйти убить его. Да, у тебя фулголый чубрик с берданкой, либо с томиком, не пойму. Под дверью прям? Не, ушел в стенке, где ты дрался с ними. Под хатой вообще никого в целом нет. Точно? Да. Это я. Он ушел. Короче, я побежал отсюда тогда. Блин, тут таран стоит! Мы можем проследить, когда эти чуабасы уйдут, и тараном вынести им хату. 5 камер и 20 чаев на фарм. Как будто это прям очень хороший был замес. Чудесным образом я умудряюсь все это засейвить в свой огромный и просторный домик. Но вот только все это я переносил совсем не зря. Эти ребята очень сильно заинтересовались этим домиком, куда я забегал, и решили его зарейдить. Да, они прям под кибиткой. Офигеть, я вовремя ушел оттуда. Ракеты скидывать, сейчас будет через крышу долбить. На, СМГшка для тебя есть. Я могу подкрасться и накидать им гранат туда. А, меня убили. Блин, надо как-то подкрасться и раскидать их просто, и все. Там всего 2 на крыше заряженные. Остальные бомжи. 1 минус. 2 минус. Крыша почти убил, хит дай по ней, все. У меня сломано. Он вниз упал. На хит, Димас, прям очень лоу. Вижу. Взял двушку. Убил кого-то. Да, мертвый. У него куча ресов. Кан есть? Кан какой-нибудь. Ракетница. МП5 могу дать. На. Может, они еще придут? Да, идут. Надо еще их набрить. Еще 2 набрел. Еще одного убил. Но вот когда у меня появился напарник, мы могли проворачивать очень грязные делишки. Ведь понимали мы друг друга с полуслова. Коптер летит. Очень больно двоим. Очень больно, Димас. 2 убил. Минус 2. Минус 2. Все, топ. Выходит один из дома.
Патрона нет. Все, мне нет. Турель. Пожалуйста, нет. Живой. Иду за патронами. КП нет, брат. У него ракеты. Сколько? 2. Уходи, уходи, если там есть ракеты. Выхиливаюсь, подожди, неплохо. Вы че в рюкзаке? Пустой, все, выхожу. Так, меня еще убьют здесь. Блин, сумка хорошая. Хочется ее забрать. Я петляю отсюда. Красиво отработано! Напарник. Ну, капец, их много, но они... А куда это все складывать? У меня в доме столько места нет. Блин, зарейдили. Зарейдили мою кибитку, которая мне была не нужна в принципе. Блин, как грустно. Надо будет что-то придумать и построить новый дом. Как я уже говорил, в моем домике не было места, и пришлось все прятать в комнату, которая придавала вид зарейженного домика, и ее полностью застраивать. Ты пока вот здесь в комнате будешь спать. Нормально. Прикурчик. Ну как будто, блин, этот дом не предназначен для того, чтобы вдвоем жить. А еще мне пришлось снова проводить электричество в домике. Ведь на ночь пришлось снимать аккумулятор, чтобы никто не узнал то, что здесь есть скрытая лутовая. Все, печки пошли. И так как у нас появилось пару ракет, я подумал, а почему бы нам не вскрыть пару дверей в той арке, которую они рейдили. Ведь вряд ли они ее полностью застраивали, поэтому нужно было рисковать. Так, ну тут два варианта. Либо мы сейчас идем в пещеру, вскрываем и смотрим, что там. Я бы Кибу посмотрел, если честно. У меня есть сачели и туда, и туда. Их много, они такие шныри, мне кажется, там даже грюбусы выносили с червяками. Ну, блин, знаешь, как будто посмотреть хочется, а вдруг там есть что-то еще. Кибитка-то еще подгнивает, ее никто не трогает. А там прям целая арка была, которая прям очень сильно заряжена. На, захрумай. Спагетти. О, вкусненько. Любишь итальянскую кухню? Да. Вот тебе. Они даже люк тут поставили. О, тут все открыто. Тут все открыто. И что там у нас? Ну, пока не вижу что-то ценное. Да, они мега все забрали. Они вообще все под ноль. Ну ладно, я могу покрасить зато вещи свои тут. В этом были свои плюсы. За 2 ракеты по красочку? Нормально. Да, как будто... А кубчик? Как будто это вообще не проблема. 2 ракеты. Тут еще какая-то дверь есть. О, тут шкаф стоит. Нам нужен шкаф? Осмотрев все ящики, я уже подумал, что здесь ничего не будет, пока не увидел это. О, не зря нафиг. Чё там? Вообще не зря. Что там? Чувак, надо шкаф, наверное, добить. Тут ящик ресов. А вообще мы могли бы себе эту арку забрать. Но тут очень много гаражек лишних.
Шкаф закрыт. Они его не увидели? Просто или что? Упустили? Шкаф? Под виду? Ящик. Не знаю, может, забыли. Я предлагаю все-таки забрать себе временно. Тут же капец можно какую плавильню сделать, да? Ну и как бы, а кто в онлайне вообще будет рейдить арку, скажи мне. А там никак не попадут хозяева? А мы застроим, сейчас дверь поставим и все. 0 входов у них. Да, на самом деле эта арка была просто идеальнейшим решением. Ведь жить в моем секретном домике уже было невыносимо, а здесь мы могли отстроить огромную фабрику. Слушай, ну как будто вообще неплохое тут место. Но эта база будет защищеннее, чем моя. В 100 раз примерно. И плюс тут, понял, лутовая хорошо сделана, то есть нам вообще место для разгула присутствует. Хоть Илюха довольно скептически относился к этой арке, я все-таки решил ее забрать себе. Но вместе с защитой у нас прибавилось еще и огромное количество работы по восстановлению этой пещеры. Мне кажется, эти 2 ракеты это было отличное вложение в наше будущее, перспективное. Тут хотя бы, знаешь, место нормально по сравнению с моим домом. Во, огонь, а теперь можно здесь жить. Вот так, бэмс. Гаражки сюда принести. Свои. Красота! Я у них все-таки сумочку, понял, под шквалом огня утащил, потому что я знал, что она пригодится. Че, погнали? Блин, вообще удобная, просторная хата. Неужели? И именно сейчас появляется надпись, то что неподалеку заспавнился мороженщик. Стоп. Блин, возле нас говняшка, а у него МВК можно купить. Тут скраб был, да? Она прям возле домика. Нормально. Нормально, делаем. По-любому я могу сейчас что-то купить. Есть скраб немного. Но мне кажется, этого хватит. С МВК у нас были громаднейшие проблемы, поэтому весь скраб мы решили потратить именно на него. Но только мы были не единственными, кто решил закупиться. Чел закупается прямо сейчас. Я думаю, можешь сбривать, если Трое. можешь. Троих есть сможешь убить? Убил, который закупался. Еще один закупается. Они в топ-сетах. Убил еще одного. Там еще один. Убил третьего. Все, минус 3 гиры. МВК, чувак! Забирай, Это они, кто рейдил. Нахитовал его. Надо убить его, надо убить. Открывается под меня. Сейчас кручу. Слева сейчас лота кента. Слева Он полз кент калашом, еще. я знаю. Убил, наверное. Чек. Хорош! Ого, чувак! Thanks for loot. Убил на камбэке 2. Меня машина еще раздавит. Осторожно. Good luck, boys. Уходим, чувак, уходим домой. Тут чел. Он голенький вроде, не? Убей его. Он хочет ник мой чекнуть. У него патроны кончились, Чувак! кстати. Все, у нас проблем с МВК нет. Произошла Чувак. раздача боссов. 1000 скрапа и около 700 МВК. Как же у них прикинь, то, что они забрали с этого рейда, то, что они отнесли домой, мы забрали у них прямо сейчас. Ну вот ты хотел проверить, осталось ли там что-то? Вот осталось. Осталось, Димас. Но они-то не знают, что мы живем в этой пещере, которую они забрали. Ой-ой-ой-ой-ой. Надо быстрее, мы можем еще же закупить, да? Ну вот только, когда мы вернулись к этому мороженщику, мы увидели то, что МВК у него в продаже уже нет, потому что его уже выкупили те ребята, а мы у них все забрали. Зато мы смогли купить несколько корпусов на калаш. А потом мы и вовсе увидели, как один из них снова бежит на переработчик. О, чел, смотри, идет перерабатываться, подожди, не стреляй. Вижу. Они на перераб идут? И ты понимаешь, да, кто это? Да, черные баночки. Это наш любимчик. Он умер.
хорошо. Ну не знаю, может он не один был. Вроде один. С М5-кой. У них МВК проблемы с маска. МВК, мужик. Ой, Дима, у него компачей просто. Скинь Я его сет, забрал. скинь его сет обратно. Я его Держи, спутаю. держи. И чуть патронов бы на пяточку, прям чуть-чуть. Я тебе говорю, у них такие проблемы сейчас с МВК и с моралью, ты просто не представляешь. И вот уже после того, как мы его убили на переработчике, больше клановых игроков мы этих в ближайшее время не встречали. Видимо, у них очень сильно сгорело. Зато у нас закончились проблемы с МВК. Все основные ресурсы мы тоже перенесли в нашу пещеру, и теперь мы могли полностью ее застраивать гаражками, чтобы нас никто в ближайшее время не зарейдил. Димас, смотри. Походу от ветряка. Да ну нафиг. Если это так, то это вообще это... Ну а что может запитывать еще? Если там Я нету просто никаких панелей на офигею, крыше. если это так. Да, это ветряк. Это ветряк. Это ветряк. Чувак, так нам вообще не надо ничего придумывать. За нас уже все придумали. Кто-то у нас бегает здесь. Все. Работает. И тут внезапно под нашей скалой начали бегать странные челики. И у одного из них был подозрительно красный ник. Hello? Hello. Who are you? Hey, did you lose the raid? I heard this getting raided. Did you lose? Yeah, this guy loose, we kill him. До монтажа я не мог вспомнить, где я видел этого парня. Оказывается, это был один из рейдеров этой скалы. И теперь они знали, где мы живем. Но на этом все странности не закончились. Спустя мгновение появляется еще один странный парень. Он ломится, слышишь? Hello? Открывай, чувак! О, это хозяин. Hello, my friend! Hey! My friend! Listen! I know who raided you. It's not mine. You know that? We're just rebuilding your base. 4 people raiding your base. You can speak with me. Don't worry, I don't kill you. Yo, what happened? Yo, 4 people raiding you. And we trying to defense your base, but this guy raiding all doors. And we took TC and rebuilding. We now live in your base, you know that? How did they get in? Я ему снова объяснил эту ситуацию, но судя по всему этот парень мне не доверял, потому что он думал, что рейдер именно я, а я ему говорил чистую правду. Okay. Thank you, man. Hey, my friend, do you hear? Маркус Аврелиус? Да, не верит. Офигеть, просто, прикинь, владелец дома зашел на эффект. Маркус, can you hear me? Маркус. Маркус. Но Маркус мне не отвечал. Я думал, что он сидит за этой гаражкой и ждет подходящего момента, чтобы выбежать и что-нибудь ёникнуть. Да, блин, что-то не отвечает. Может, печки провести пока? Блин, узнать бы, что за этой гаражкой. Блин, мы могли с ним договориться, чтобы он нам отдал гаражки. Надо дождаться, когда он заспавнится, и договориться с ним как-то. А потом, заглянув к нему в Steam профиль, я увидел то, что он полностью вышел с этого сервера. Твой дом уже не твой дом, если его заняли какие-то два бомжа. С. Маркус Аврелиус. Два бомжа уже не являются бомжами, если они живут в твоем доме. С. Маркус Аврелиус. Это уже цитата Джейсона Стейтема какого-нибудь. Твой дом может простоять день, но он не простоит, если наступит ночь. Маркус Аврелиус. Да, эти цитаты просто восхитительны, я сам это знаю. И, внимание, конкурс на лучшую цитату. Напишите в комментариях что-нибудь интересненькое с пометкой Маркус Аврелиус, и 10 из них я опубликую в Телеграме и отправлю вам скромненький приз. Кстати говоря, про кибитку рейдеров мы тоже не забыли. Интересно, а верхняя будет дамажиться? Двери. О, есть лутец, слушай. О, Дима! О, так подожди, они не все дерева до перенесли. конца вайпа. Что там? Видно? Кровати стоят. И это, по-моему, не МВК дверь. Это металл. Кстати, можно попробовать дверь им эту разбить одну. Все, ящики. Много. И ящики, и бочки. Оп, заскочил. Камень. Бур сломанный почти.
Ну, еще Камень. дерево есть. И тут у нас... О! Ну, кстати. Джус. Ну, кстати, слушай, не так плохо, как я думал будет. Короче говоря, мы разбили и забрали абсолютно все, даже кровати. Третью забрал. И теперь мы могли со спокойной душой и чистой совестью продолжать заниматься своими делишками и обустраивать наше новое убежище. Чуть-чуть не хватило электрики ему. Все работает, все хорошо, печки готовы. Ну вот, прежде чем отправляться на остров, мы решили проверить, как работают новые дроны, которые скидывают гранаты. Смотри, курица убегает. Смотри, стой. Эй, лови аптечку. Я не могу. Это просто прикол вообще лютый. Ой, блин, эта курица смешная вообще. Да, но его сложновато будет бахнуть. Он домой зашел. Ну, блин, сложно наперед гранаты кидать, когда чё мансит. Разобравшись полностью в механиках этого дрона, мы подумали, а почему бы нам не вернуться на остров и не построить там свою вышку, с которой мы как раз таки смогли бы разбивать все турели, которые были у них на крыше. Ведь в теории дроны с этой задумкой должны были спокойно справиться. Он в воду ставится? Смотри, бам. О. Смотри, какая красота. Дверка открывается, смотри, бам. Здравствуйте, как к себе домой. Оп. Это не твой таран тут стоит уже? Это вот их таран. Это вот мой домик был. О, мои гаражки остались, прикинь. Не, мы сюда не заедем. Если бы мы сюда заехали, это был бы топовый перевалочный пункт. Но мы не заедем сюда. Вот этот надо шкаф разбить, смотри. Вот это прям вообще лютый шкаф. Знали бы эти парни, как они зря оставили этот таран у себя на территории. И теперь вы понимаете, для чего нам нужно было так много МВК, не так ли? Чувак, я иду разбивать тот шкаф, который мне как раз нужен. Он уже здесь. Че, он чекает? Да, голенький. Дела. Готовься. Casual Daniel. Да. Да. На это МВК, то, что у меня есть, мы можем разбить, по-моему, около 3 шкафов. Hello, it's me again. Your friend. О, мы сейчас в этом доме и построимся. На самом деле мы не думали, что нас ребята рассекретят так быстро, но теперь нам нужно было как можно скорее застраиваться. Ведь было непонятно, сколько их сейчас в онлайне. Просто тема такая, мы можем застроить его и гаражки сюда свои поставить. По тебе? Он уже был тут. Сюда просто гаражку принесем. Какая разница, будет все равно дорого рейдиться. Поселиться мы здесь думали надолго. И с этого шкафчика построить себе громадную башню, с которой мы могли бы проворачивать свои грязные делишки. Но вот только один шкаф это хорошо, а 2 намного лучше. Поэтому на остатки МВК мы решили выбить еще один шкаф, который находился впритык к их базе. Почти сбил ему дрон. Он раскидывает эпки. Все, дрона нет. Ой, хорош, нифига себе ты киборг. Опа!
Надо его убивать. Он боевые, это боевые ракеты, мужик. Дал ему 2 хита. А вот это скоростная была. Шкаф открыт или закрыт? Я сейчас на тебя сяду. Сейчас. Открыт. Застраивай. Справа, справа. Я валяюсь. Я металл закину, чтобы потом в металл его улучшить. Hello, it's me. Он сверху. Они взрывают фигню эту. Ну все, ГГ тарану. Убил его. Хорош. Мы не можем никак туда просочиться? Нет, туда точно не можем. Вот был бы таран. Стоп, а как не можем? Дерево, подожди. Как это не можем, если можем? Так мы можем и тут теперь жить? О, вижу типа, он чекает меня. Где? Вижу тоже. Он с болтом, надо его убивать. Он мог убежать отсюда? А как он сюда попал вообще? Он, наверное, в дом зашел? Чувак, он здесь. Я вижу его. А нам нечем его убить, прикинь? Он здесь сидит, боится. У них тут еще еда спавнится, тут можно вообще бесконечно Я тебе сидеть. говорю, я тут вчера так и играл. Возвращение домой. Выходить с болтовочкой этот парень не собирался. И тогда мы подумали то, что стоит осмотреть пещеры, которые как раз находились здесь. И заодно сделать там небольшой схрон на случай важных переговоров. Ну а так чисто микро спрятал. А теперь идем дальше. Тут еще будет. Боже, как ты ее выучил вообще? Это ж блядь. Ты не представляешь, я вчера где-то час, наверное, плутал по ней. Мне кажется, в пещере они еще не застроились, судя по тому, что у них там сверху ракеты. Боевые нафиг. Прикинь, трехкамерная пещера. Ты такое видел хоть раз? Не, ну это жестко. Шкафы, да, стоят и все. Короче говоря, пещеры они не застроили. То есть мы могли быть уверены, что все ресурсы у них находятся сверху. Поэтому могли спокойненько отправляться домой и отстраивать то, что запланировали. Вышку с компьютерной станцией. Я думаю, я камнем все-таки забьюсь и камнем построю. А тот шкаф надо будет металл закрепить. Как будто можно и калашек уже выгулять. Турелей у них было много, поэтому мы решили скрафтить побольше подарочков. Но вот только пока мы бегали за ресурсами, они сломали нашу осадную башню. Но у нас все равно был выход из этой ситуации. Надо быть готовым, что они сидят уже тут снизу. Куда, блядь, стреляет? А как он не умер? Подожди, один справа. был. Слева убил. Ему дал башку, он спрятался. Тому еще раз голову Джейрок. разбил. О, это мой. Мой другалек. Знакомый Да-да. мальчишка? А, прикинь, я в эту сторону не могу строить. Ну тогда в эту. Блин, как старые добрые, слышишь? Строишься на территории клана и не даешь им играть. Вообще люто. На тебя. Я его убил фул. Я клянусь, встану там сейчас. Услышал? Я встаю Да-да-да. на той стороне, Димас. У тебя там спалка на улице есть или прям в пещере только? С той стороны, с той стороны. Нет, мы просто оба подошли к трупу одновременно, понял? Угу. Я быстрее МПшку выхватил, он болт. Блин, как будто лучше дверьми заставиться, да? Ты понимаешь, что мы сейчас с этим болтом будем делать? Наша башня была полностью подготовлена к веселому геймплею. Оставались только последние штрихи в виде дверей.
Ой, это что такое? Что там идет, смотри. Там два бомжа добежало. Все. Закончили осаду. Блин, если я ремувну одну стенку, осыпется дом? О! Что? Дима! Я так и понял. Ну, бывает. Чё, прям много осыпалось? Ну как тебе сказать? А, блин, жалко. Многовато им. И вот, когда все уже было готово, мы могли наконец-то заниматься своими грязными делишками и делать им максимальный дамаг в виде уничтожения турелей. Ща, подожди, я лечу. Стой, он даже не подозревает, что будет сейчас. Взорвал его. Разбиваю турель на крыше, да? Перезарядишь меня? Есть гранаты? Смотри, держи, будешь перезаряжать его. Да, давай. Фу. Вот это арсенал полетел! А, я эту взорвал турель. А на лету ты можешь? Да, прям ко мне. Полетел. Посылочка появилась. Девочка появилась. Закрыл дверь. Вон они, какашечки летят. Ай-яй-яй. Открыл. Закрыл. Докидывай снаряды, докидывай! Напарник! Ближе. Есть. Все. До свидания. Хит ему еще дал. Он меня сбил, прикинь. А что если там заспавниться и убить его? Правый шкаф. Он умер. Убил. Hello, bitch. Easy peasy. Why so easy, man? Плюс калашик и болт. Калаш вообще нулевый. На 4 обвеса. У тебя такое лицо смешное, просто жесть. У тебя просто такое лицо смешное там. Он на крыше бегает. С каким-то ревиком или с чем он там. Он со щитом, по-моему. Он со щитом, Дима! Он со щитом! Бам! Попал в него. Блин, не туда. Вот это прям идеально упало. На! Он умер. Я видел. И хоть на первый взгляд уничтожать турели было просто, но вот только не все турели можно было разбить. И тогда мы подумали, что пора было бы уже достать ракетницу. Да, минус. Все, я, оказывается, взрывал нормальную турель. Так, а как близко мы можем строиться? Вот в чем вопрос. А, ну, так. Чуть-чуть близко можно строиться. Чуть-чуть близко. Чуть-чуть. Чуть-чуть, говорит. Ну, так, чисто на всякий случай. Смотри, какие шкафы у него. Да. Опа, чувак, нифига. А я валяюсь. О, я вижу турель. А, и там тоже сетка. Минус? Да, одна минус. Давай слева разобью. Пока этот парень переносил ресурсы по всему домику, мы планировали занять его крышу и разбить ему все турели, которые у него только были. Так, это минус, и там еще одна осталась.
стой. А где он? Почему я не слышу? Он снизу не вышел еще? Не, он тут. Дверь открыл, вот он. Я у него тут. Мне к тебе залезть туда? Подожди. Я внутри у него в доме. Тут турель, тут турели, чувак, тут много турелей внутри. Блин! А я знаю, как у него дом устроен теперь, прикинь. Блин, я зря калаш взял, конечно, еще один. Сломал турель, все. Я перепрыгнул. Он на другой башне, смотри. Мне дали с болта, брат, хит. Оп, я здесь. Там много турелей, я не знаю, как там. Есть бинты какие-то или Подожди, что-нибудь вообще? Я слышал, что можно со щитом это делать, а как его взять в руки? Да, можно. Как его в руки Тебе взять? надо пистик надо, вот. Возьми пистик в руки. Без пистолета щит не возьмется. У меня есть тревки. Назад, выйди. Ага, Ты понял, где она? Больно, блин. и все. У меня 45 хп сейчас тоже. Но они еще за сеткой, понял? Она меня убила, прикинь. Ты что, живой? Она в меня не стреляет. Короче, я нашел ее слабое место. Прикинь, сюда со скоростными ракетами сесть. Она не стреляет в меня вообще, понимаешь? А вторая имею в виду. Вторая стреляет. Но ее тоже можно разбить. Я сейчас умру. У тебя были хилки? Нет, ни одного. Я нашел слабое место этой турели, что хозяин даже не мог поверить, то, что я сижу у него в доме и просто меня не заметил. Я его убил, он вообще что ли б***ь? Все, придумал, как залезть. Залез. А он закрыл дверь. А, да, он закрыл дверь. И ты не видишь, да, ничего? Я прошел дальше к нему, тут ящики. Тут чаи есть, тут чаи на хп есть, чувак. Я хилюсь. Я пью чаи все, которые у него есть. Пей. 270 хп, у меня 100 патронов. Мне не хватит ее сломать. А у тебя 5 еще есть. Меня убили здесь. Тут третий верстак был. Ой. Это была хорошая попытка. Но вот только мы решили поселиться у них на крыше и ждать, когда же они снова откроют дверки. Душненький у него домик. Оп, здравствуйте. Так они сейчас откроют дверь какую-то из них. Ничего. Выходит с вонючим арбалетом. Только выключи фонарик. Выключи. Я уйду сейчас отсюда. О! Я турели разбил одну. Убил его. Тут капец лута. Он тебя закрыл. Какая тут ракета? Тут скоростная ракета. Как мне закидать эту турель? Вряд ли она будет дамажиться так, да? А под нее вряд ли смогу пробежать, правильно? Одна турель у них осталась. Есть у меня идея. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп.
Капец, куда я добежал по его дому? О, болтик. А есть чем разбить? Пой нафиг! Я внутри у него. Разбиваю следующую кровать. Минус турель. А вот теперь можно и дать джазику у них в домике. Тут, оказывается, 2 скоростные ракеты лежали. О! Все, что мне надо и не надо, я почекаю. Ну, я могу сказать только то, что тут пустые турели. Пустые ящики, точнее. То есть мы рейдим пару дверей, потом металл потолки, мы в луте. Сколько ты там жрать будешь, скажи мне? Я им сливу теперь. А что мне делать еще? Ну я стою, жду тебя. Это все, что мне остается. Тут Блик какой-то. Чикс. Еще кто-то тут живет. Капец, их много здесь. 2 минус. Опа! Минус 2. Он с гранатами ящичка? был. О, чай остался. Чейный килл. Я разбивал все, что только у них было. И на самом деле у меня было все под контролем. Вот только я не рассчитал то, что на этом сервере гигантский пинг. И что челик появится на кровати абсолютно беззвучно и закроет дверь. Как это было тупо, как он меня тупо закрыл, ты не представляешь. И тут я решил провернуть хитрый план с дисконнектом, в надежде, что он откроет дверку еще раз. Но вот только он, прежде чем выходить, решил меня все-таки убить. You are bad. You are bad. You're fucking Batman. You're fucking Batman. Короче, все, ГГ. И вот тут-то, когда ребят стало в 10 раз больше, они решили показать нам свои зубки и напали на нашу башню. Давай, калашик, папочки, я сейчас их нагну быстренько. Блин. Да встань, встань, пожалуйста, просто не прыгай. Я готов им напердывать вниз гранатами. Первая дверь упала, братик. Опа. Меня убили. Я стекло поставил. Там еще стекло до нас. Я могу его на улице убить, а ты заберешь калаш. Если ты убьешь, я смогу, скорее всего. Мне нужно будет время чуть-чуть. Убил одного по фулу с калашом. Ого, их там много. Я не дам калашиста облутать себя. Взял калаш. Тихо, тихо. Ты лутаешь? Да, я лутаю. Тихо. Их там много, их там много. Одного фулгири убил подо мной. Мне голову дали. Ну тебе тогда пожить надо. Ой, 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 ой. Двоих убил. Там еще один. Убил. Хорош, минус все, походу, чувак. Ну спускайся ты один, брат, я к тебе не могу никак. Я уже спустился. Они тут кибы построили. Убил. У них что, ракеты кончились? Или вообще? Это я специально смеялся, чтобы у него горело больше. Каким-то чудом мы умудряемся отбиться от этих ребят, при том, что мы были зажаты на этой вышке. Но не зря же я крафтил себе такое количество гранат, не так ли? Хорошо отработано, Димасик. Командная работа. За забором один сидит на 300. Ну-ка, подожди, стой. Что-то он слишком расслабил булки, дай-ка сяду. За забором? Да, на 300. Он не один там. Открывай двери сверху, просто байте их.
kill you! Одного убил у нас под коты. А я его убил, Димас, он дохлый. Там еще один. А, еще один. Ой-ой-ой. Это из хпа. Он умер. Еще один умер. Это какие-то новые, слышишь? Их все больше и больше. Так, а этого ты где убил? Ну вот один лежит, а второго я не вижу здесь. Еще дальше заметал шкаф. Блин, я боюсь, Вот что меня справа сейчас... Ой, блин, ты напугал меня. Он там. О, вот он. Ой. Ну и дыра здесь, конечно. Что там есть, чтобы я мог забрать? Ну там сеты, корушки. У меня тут наверху вкусняшка. Давайте поскидываю сверху. О, фонарик, yeah. Why you not speak with me, guys? Talk to me, guys. Нифига себе ты тут накидал. Не, как будто болт надо было оставить один, ты чё? Да ночь, нафиг тут болт. Ну, утром отрабатывать. Это что за звук? Какая-то РТшка что-то заюзалась. Так, а я могу как-то отсюда по сейву выпрыгнуть? План отступления. Я покидаю территорию. Не отступление, Бэм. а план saving profit. Мы не отступаем. Ну, по факту. Я ушел. Я вижу. Да, ушел. И вот так огромное количество выбитых пушек мы уносим домой. Но вот только островитяне сдаваться не планировали. И в то время, как я вылетаю с сервера, Илюха остается один, и они внезапно приходят на второй заход. Дима. Дима. Да, настройдец. Ох, еб... Там мама родная. Блять, на один хит. Еще один дед. Ну почему сейчас? Ну почему сейчас? Я убил четверых. Я убил четверых, да. Я в КД. Их еще трое. Их 8 пришло. Ну, я тебе так скажу, прорывают нас, дай боже. Я через 4 секунды встану. А, они в шкаф пробились прям. Они в спину рейдили к шкафу, понял? Oh, he's boy. I don't like killing boys. Они войс начали говорить, когда пришли восьмером. No way! You take your TC back? No, please! Oh my god! Какие же они слепые, боже, нахуй у них в спине. Четверых я убил во время рейда. Ну, все, мне больше не хватило. Хил бы был, может быть, всех убил бы. И вот так, благодаря маленькому совпадению, у них получилось нас зарейдить. Но мы-то особо ничего не потеряли, ведь все ресурсы отсюда мы уже унесли. Но Илюша Санрей сражался как тигр, согласитесь. Смотри. Подожди. Чувак, ты видал? А я застрял. Помоги. Помоги. Блин, я Застрелить только тебя. поел. Хорошо, что я чай не пил. Вот так вот.
Вы можете задать вполне логичный вопрос, почему мы не рейдим этих ребят. Так вот, у нас просто не было третьего верстака, чтобы мы могли крафтить ракеты. А новые чертежи на бомжеспавне найти было нереально, поэтому пришлось выкручиваться и ставить магазины. Оп. Бади, сколько? 5 штук. Advanced. Blue. Дизель, да? Сколько вот у нас есть 7 дизеля, можно 4 дизеля, да, за один блюпринт. Advanced продавать. Благо, с компонентами и ресурсами проблем у нас не было. Поэтому мы нашли решение и продавали их за блюпринты, которые нам так были нужны. А Илюша в это же время занимался автосортировкой. Поверьте мне, дело это было очень скучным. Блин, ну они тут продырявили вообще неплохо, смотри. Вообще продырявили все. О. Ну, болтик пригодится как будто, знаешь. А тут что у нас? Тут никто не умирал? Ха. А пока я ждал, когда прилетит наша первая прибыль с магазинов и Илюша все подключит, я сражался с типами на камнях. И показывал им, кто настоящий владелец данного острова. Вот этот дом попроще, смотри. Он типа 2 на 2 всего. С турелью. Why you wanna kill my ass, brother? Короче говоря, осмотрев полностью остров, мы подумали то, что начинать нужно будет рейд с этой стороны. Ведь база Джейрока стояла на отшибе, и зарейдить ее было бы проще простого. Потом у меня еще появилось время переработать все накопившиеся компоненты, а их было у нас очень много. И заодно я даже закупился у торговца, который проезжал мимо. Там чел молики кидает. Слушай, еще плюс 500 МВК. Ну все, огонь. Фух, хорошо. И пока мы занимались этими рутинными делами, у нас наконец-то скупили предметы, и мы могли скрафтить третий верстак. Ух, есть! Есть! Чувствуешь вайб? Вайбик присутствует. Ты хочешь вайб? Все хотят вайб. Третий верстак. Ну-ка, хочу посмотреть, нет. Есть! Вот есть! он, Я так никогда не радовался третьему верстаку, реально. Легенда. Сколько же пришлось пережить, чтобы его сделать. Зато у нас теперь проблем с МВК не будет. Ой-ой-ой, какую мы с тобой движуху скоро начнем делать. Это просто кайф. Но теперь, чтобы проворачивать делишки, нужно было всего лишь все накрафтить. И на это мы потратили, поверьте мне, очень много времени. Я думаю, может пристроиться, посмотреть, что они там делают. Или что они сделали. Поставили турели или нет. А что нам мешает взорвать дверь снизу вот здесь? Тихо. Мне же не послышалось, что он дверь открывал. Но прикол в том, что если мы строим кибитку, то она будет вот здесь стоять. И ее смогут разбить вот с этой крыши. Да, честно говоря, их территория сверху казалась какой-то огромной. И даже было немного страшновато начинать их рейдить. Из чего начинать мы даже не представляли, ведь глаза просто-напросто разбегались. Но одно мы знали точно, что работы нас будет ждать на следующий день очень много. А перед этой битвой нам нужно было немного отдохнуть. Пока Илюша сладко спал, я решил накрафтить ракет, чтобы когда он зашел, мы сразу могли отправляться на рейд. И в сумме, если собрать по всем ящикам, у нас вышло около 40, чего было вполне достаточно, чтобы зарейдить домик на отшибе и тот домик, который мы уже пытались дипать. Но вот только кто-то начал рейдить мой старенький домик, и я решил там проснуться. Подожди, как будто меня рейдят. Меня рейдят. 40 хп у гаражки. Я ща починю гаражку. Don't raid me, guys.
Они с калашами здесь. Я закрыл их. Короче, они меня рейдят. Это, походу, жители острова. Эй! Why you raid my base, guys? Меня чуть не убили нафиг. И как показала практика, рейдили меня как раз таки жители острова. Но вот только они пробрались через эту колючку, а вылезти обратно они уже не могли. Так, калаш у меня. Он просто решил умереть здесь. В моем домике. Одного убил. Короче говоря, зарейдить мою кибитку у них не получилось, и они, поджав хвост, побежали обратно на свой островок. Зайдя на следующий день, я увидел, как они отстроили небольшую вышку, которая контролировала бы в теории весь остров. И несколько домиков были в онлайне. И я понимал, что вдвоем, скорее всего, мы не справимся. Поэтому нам нужно было позвать хотя бы еще одного бойца. И хоть город выглядел устрашающе, у меня уже был подготовленный план действий. Берите топ-сетики, только там шуметь вообще нельзя. Вот если нас сейчас, если там никого не будет, кто-то может дерево фармануть сейчас фастиком? Надо молики еще скрафтить, чтобы это вообще бесшумно сделать. Так, надо взять план постройки, нам нужно дерево. Турель сразу там ставить будем? Заряженный аккумулятор. Ты где? Я нашел. Все в себя собери в рюкзак просто, что на электрику. Смотри, раз. Спасибо. Я в рюкзак другое рюкзак соберу. себе Я другое соберу. 2 турель, 3, 4, 5. И вот еще питоны и патроны туда. Так, нам получается что? Надо хотя бы одну МВК-дверку туда, правильно? В домик. И пару гаражек, да? Или гаражки фиговая идея. Наверное, пару МВК-дверей лучше звучит. А то, зная этих парней, они как бы могут вообще жестко подсуетиться. Мы там сможем потом выжечь забор. И пробежать, короче, с другой стороны начать, допустим, их рейдить. Доставать. Они-то пещеру застроить, если что, не смогут, и с той стороны ничего сделать. Так, кто последний идет, тот закрывает все двери. Все, поехали, let's go. Вот это мы сейчас сделаем, конечно, суету. А что их там потроллить можно будет, позаебывать? Конечно. Потом. Чтоб ты понимал, они вчера единственный раз с нами начали общаться, когда нас смогли выиграть. Только когда они 8 зарейдили нашу кибитку. Которую рейдили второй раз, понял уже? Тогда музыку такую, как Форт Бояр. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. И в конце, понял, когда дома будем рейдить? Помнишь, фишка такой показывает, сколько ключей есть? Вот один, типа, два. Бам. Главное, не шумите пока что. Да-да-да. И турели не байтите. Они не должны знать раньше времени. Это вообще лютая имба. Оп. Ой, ой, ой. Я сдохну? Капец, меня откинуло прям. Так, я пошел забирать ключики от этого шкафа. Должны сделать все максимально тихо, пока никто не видит, не слышит. Короче говоря, на их территорию мы пробрались без лишнего шума. И теперь мы могли отстраивать кибитку возле базы Джейрока, которую в первую очередь и планировали зарейдить. Ведь с ракетами прибегал он как раз с этого домика. Чисто построили дом, но он, кстати, пригодится здесь, на этой территории. Он пока как будто бы сладко спит, по ощущению.
Так, ну пока никого не слышно, это радует. Спустя мгновение наш блокпост был полностью готов, и мы могли уже начинать действовать, но только для этого нужно было перенести немножечко ракет. У нас кибитка больше, чем у него домик. Да. Нормально, нормально. Просто мы знаем, к чему мы идем вообще, что нас ждет здесь. Мы уже проходили эту территорию, понимаешь? Мы уже знаем. Сейчас только одна ракета взрывается, тут вся деревня просыпается, они всех начинают прозванивать. Мы когда дипали, там спальники бесконечно откидывались типам. Are you ready, комбрат? Все, let's go, работаем. Ракеты уже были у нас на месте, и мы могли приступать к рейдам. Поверьте, подготовились мы очень серьезно. Держи скоростные, с двух сторон начнем его лупить, смотри. Вот тебе и там ракетница есть. Вот. Скинул. Давай, готов? 3, 2, 1, поехали. Эй, J-Rock, can you hear me? Ну, может быть, и дую. Сейчас мы ему вдую. Дую, ну. Капец, ракеты летят, они прям зависают в воздухе. Ну все, О. лют. У ящика много, контраб. Пусто. Ой, бомжатня. Мама родная. Он что, Ничего. перенес отсюда? Тут пусто, Дима. Тут вообще ноль. Мы рассчитывали в этом домике найти хотя бы что-то, но здесь не было абсолютно ничего. Но мы особо не переживали, ведь у нас оставалось еще немного ракет, и мы знали, как у них устроен тот домик, который мы дипали. Поэтому отправляемся сразу туда. Вот и лысый, плаки. Ам. Понял. О, отлично. Вот. Вот там кабан на деф бежит, видишь? Ручно так честно съест, на что вы угораете, блядь? Так, кабанов мы не убиваем. Так это они... Смотри, а ты чё? Смотри, сколько спальников нафиг! Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 11 спальников, бро! С этой вышки открывался прекраснейший вид, и мы могли с нее контролить практически весь остров. Но так как у нас оставалось еще немного ракет, мы решили потратить их в домик, пока эти ребята где-то бегали далеко-далеко. Ведь двери у них были открыты, а это означало, что часть из них все-таки где-то в онлайне. О! Контраб. Стоп. Слава богу. Шкаф. Тут что-то есть. Тут что-то есть. Тут что-то есть, блин. 40 экспы. Отойди. Щелище. У меня кто-то под хатой, Кто ноги сломал. Убил. Хорошо. Попьем. Смотри, кстати, сколько калашей на стене. Но мы не так много ракет потратили, слышишь? А, то есть мы можем застраиваться здесь? Да, я уже занимаюсь вопросом. Этот домик мы решили застроить и забрать себе, ведь он находился в очень интересном местоположении, как раз в центре всех больших домиков. Да и мы хотели дождаться, когда же ребята появятся, чтобы посмотреть на их реакцию. Там в доме, который мы первый зарейдили, чего бегает? В каком? В правом? Who is here? Ой, в левом? Чупа-чупси который? Я его убил. О, это этот зашел. Таурин. Таурин, не знаю, кто это. Торин Карбон зашел.
Оказывается, что пока мы рейдили их домик, эти ребята фармили в зиме. И когда они вернулись, они увидели то, что домика у них уже нет. Ну вот сейчас как раз таки наступает самое веселое времечко. Тут есть какой-то нож? Я видел, тут нож был. Тут какая-то ложка чайная есть. О! Он открывает дверь. Я его сейчас буду со щитом на него вывалюсь и зарублю его. Hello, my boy. Torin. Yo, what's up? What's up, bro? I can live here with you? So beautiful base. I'm code raiding you, my friend. I know your password. Oh, nice. Easy code raid, my friend, easy. Пуки-кака. Пуки-кака-пупу? Я пошел через крышу, попробую попасть к ним. Я знаю, у меня есть щит. Ты не видел, как я вчера врывался нафиг? Я по турели врывался со щитом и проходил через них. Надо, короче, проскочить к ней и выключить ее. Че, делаем? Работаем? Оп! Да, ой, тут много турелей. Так. Опа. О! Сидел тут, стена щитов, брат. Стена щитов. Я сейчас попробую отрубить ей электрику. Оп! Минус. Авторизовался. Опа! Так, теперь надо следующее, надо следующее. Чичопа. Щит. Ай, копьеносец Илья умер. Ай, давай, делай, Димас. Ай, Офнул. Верхняя. Байте. Подожди, стой. Сейчас. Когда прошло? Да. Делай. Она не смотрит на меня. А, она в другую сторону смотрит, чувак. Это самые халявные 3 турели, которые у меня были в моей жизни. This is Sparta! Ого, тут еды! Они дальше гаражки открыли. Они дальше открыли гаражки, тут лутовые. О, дай мне кольчугу. Я буду идеально в этой выглядеть. Смотри. Оп. Идеально. Я пугало. А ты не взял. А у меня тоже есть. Не, Димас, вот я рыцарь. Вопрос есть ко мне? Ган, вот такое фактурное. Как будто в натуре. Знаешь, у него реально самое страшное лицо, которое я видел. Вижу в топ-сете, смотри. Вон в топ-сете на острове бежит в белом сете. Пойдем резать его, не стрелять в него, режем его. Да. Вдоль забора бежит. Он бежит к нам. Тихо, стойте тут. Меняемся по очереди. Давай, выбегай! Он с пулеметом! Резать его! Не, пацаны. Резать! Он меня убил! Нет! Зарезал! И застрелить ее. Это вообще лютая фигня. Ты прикинь, как чел, вот какой у него спектр эмоций будет. А наш внешний вид вообще, вот это самая дурка, вот это вообще. Блин, просто 3 бомжа с мечами нафиг зарезали его. Он с пулеметом был. Даже пулемет не помог. Парни, держать стена щитов. Ой, блядь. Реально хитрый жук, блин. Он даже попасть меня не может. И уже пулемет скинул, патроны закончились, блядь. Есть. Китук. Китук. У вас потери, пацаны! Дырень.
Ладно, пацаны, я пошел крафтить тогда. Да, пришлось потратить еще много времени, чтобы скрафтить немного ракет, чтобы добить еще пару баз. И начать мы решили с самой крайней каменной базы. Ведь она здесь стояла практически с самого начала моего противостояния с этим островом. Сколько бонуса стоит в рейде? Пока местная турель, которого звали Евгений, прикрывал нас с этой башни, которую они построили, мы могли спокойно заниматься рейдом. Вообще, я не верю. Я думаю, это open core, потому что у них, смотри, как застроено, интересно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, блин, я чудом выжил. Смотри, тут открыто что-то. Этот дом те ребята даже не пытались отбивать. Видимо, у них не было доступа к воротам. Поэтому его зарейдить было очень просто. А, так нет. Так нет, это походу только второй этаж, да? Огнеушечки. Огнеушечки. Блин, есть смысл там зачекать? Подожди, не падай с ракетами, не падай, не падай, не падай. Ты жив? Я живой, тихо, 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 тихо. Разбиваю. Падай. О, тут сета, смотри, целый ящик сетовый МВКшных. Блин, МВК дверь там. Третий верстак. Вот сюда посмотри. Нет, тут я был. Вот, мешочек. Короче, надо вот эту стенку доубить. Разрыва больше нет, стой. 8 штучек. О, немного пороха есть. Лют. О! Норм? Норм? А здесь серо все. А серы, походу, нет. А серы, походу, нет. Ну, есть вот немного пороха, но как будто это вообще не то. Было странным то, что в этом домике мы нашли очень мало серы и пороха, и не было ни одной ракеты, поэтому мы подумали, что где-то они все-таки ныкают. Например, фундики. Кенка есть? Крафчу. Разноцветного дома зашел. 18, чувак. Тут нычка, тут нычка, тут нычка. Это Илюшин дом. Подожди, мы можем дострелять ракеты и потом бурами добить. Да. И так вышло, что мы уже прошаренные в этой теме и знаем, как можно прятать ресурсы в этой игре. Поэтому решили пробурить этот фундамент, который что-то явно прятал. Я могу, конечно, бобовки крафтить и бесконечно их кидать, но это будет долго. Так, 300 хп осталось. 300. Буры есть? Держи. Давай. Где-то есть. Здесь. А где ты? А, ты там. Ой, хорошо, вообще мы тут поработаем. Да не, слушай, если он МВК-сеты не прятал и калаши, я думаю, там вкусняшкинс. Но они явно не собирались сливать с этого сервера раньше времени. Это точно. Значит, они там что-то спрятали. Илюша, готов? Да. Что-то немного даже страшновато, да? Чем быстрее мы рубим, тем страшнее становится. Смотреть, что там. Сейчас там просто ящик камня лежит. Ящик камней. Посмотри слева, чувак. Я тебе говорил. Вот сюда посмотри, дружочек. Вот сюда посмотри, дружочек. Дружочек! Посмотри сюда! Это мы забираем, это мы забираем. 4 строчки, 5 строчек пороха, сера, ракеты,
9 штук. Давай, слышишь, давай оставим тут записку. Спасибо, друг. За фарм. В нычке у него. Thanks so much, бро. Спасибо тебе большое, бро. Я нашел вашу секретную комнату. Вы лучшие фармеры на планете. Я угорнул с того, слышишь, что я только ломаю и вижу здесь ящик с камнями. Как я и говорил. Конечно же, все самое ценное мы отсюда забрали и оставили им записки в 4 ящиках, чтобы они точно их нашли. А сами же решили застроить этот бункер так, будто бы его никто не трогал. Чтобы они, когда проснулись в бункере, особо сильно не расстраивались до того, как не откроют ящики. Ты видел? Что? Иди сюда. Ты не видел, ты не видел, ты не видел. Смотри, вот смотри. Джек Суарроу? Они что, меня ищут? Да ну! Прикинь? И вот вам очередное доказательство. Эти ребята явно не особо меня любили и пытались меня найти. Но вот только я нашел их первее. Но теперь у нас в планах был последний домик, который по нам как раз таки отстреливал. И ракет на него у нас по идее хватало. А, ты прям там сидишь, на крыше? Ой, ой, подожди, он в отстреле сидит. Да-да-да. Нифига себе, чуть не это. На вышке сидит маленький. Да-да-да. Он увидел, что я с ракетами лечу. В окно ты запрыгнул? Убил его, все. Хорош, легенда. Я на крышу сел. Давай. Может тут Там... крышу им выход застроить, чтобы они не могли выйти сюда и раскидать нас? Нифига я припарковал. Я придумал идею получше, ребят. Так как этот домик был уже наш, мы могли спокойненько провести сюда свои турели, которые у них уже стояли наготове. И отсюда спокойно начинать прорывать их оборону. Принесите, пожалуйста, вот сюда патроны и питоны. Чё, Илюха, давай на эту крышу. Я 3 ракетницы взял, еще в 3 ракетницы будем бурить их. А, он реально снизу Да, он реально все улучшил. А хватит ли нам ракет их продырявить? Или мы в упор там встанем снизу, и снизу будем под шкафом дырявить? Чтобы заплевывать их с крыши, ракет у нас было не так много, поэтому решили действовать снизу. Они в полной готовности, я вам так скажу. Мы как будто тоже. Ну, нам надо пробурить вот эту. Сейчас турель запитаю фастом. Ай! Ай, блин, больно. А ты ему не в голову стреляй, а в тело? А он фул в джаггере. На по ноге. На по ноге. Блин, больно. Ты турели уже делаешь? Да. Давай. Все, работает турели-то. Ой, это боевая была, нет? Даже горит крыша. Горит крыша, да? Я взрываю, короче, у них ворота. Не слишком большая дистанция, нереально нормально попасть. Иду к вам. Они еще так стены классно поставили, мы тут можем передвигаться спокойно. Вот ракетницы. На всякий случай. На еще тебе. Илюх. Держи. Скоростные надо?
Его скоростные. Куда ты рейдишь, Димон? Да я думаю, можем под отстрелку, наверное, нафигачить, не? Давай вон туда, короче. Сам не знаю, куда рейдить это. Там турели аккуратно. О, влево, влево. Ну ладно, пофиг уже сюда. Куда стреляете? Инфу. Ага. В окне. Убил его. Понял, хорош. Что дальше? Где он? Открыл. Ну, я так и знал. Я ему дал хитов ему. У нас потери небольшие. Я предлагаю чуть отойти, потому что могут убить нас. Эвки пошли. Ща одну под скоростные заряжу. Дал, больно дал типу. Он направо перебежал, лутает себя. Сверху. Хит им дал. Он на фул крыше, на лепестках сейчас будет. Ну, еще будет с ракет сюда стрелять, наверное. На крыше слева чекает. Ой, блин, Выхиливаюсь. минус башка. У меня вот базука лежит. Я откажу. Бил болт убил. Надо похилиться. Я вообще без хп. Благо, крафтиться мы могли прямо у них на территории. Все? Нет, еще. Ну, там сетка, значит, была, или что за бред? Была, да. Еще, блин, прикинь, чувак. Да, сейчас точно все. Наша турель заработала. Димон, ты... Слева лупи в металл. Вон туда. Есть скоростные еще? Да. Держи скоростные. Да. Раз даю, и одна еще над нами стоит. Граната. Отлично, брат. Мне понравилось. Короче, смотрите, там еще две турели стоят. Одна в миде, в нычке. Кидай ему гранату. Правый взорвал. Осталось над нами. Одного взорвал. Взяли с меня гранат, да? Все, найс. Все, нам тут не мешает ничего. Мы можем дальше вот туда, в центр лупить. Стоп. Давай в центр лупим вот сюда. В металл. Окей. Наверху. Убил. Угу. Дальше луплю. Мы уже в центре у него. Он где-то сверху бегал, аккуратно. А, это какой-то баганный дом, подожди. С двойными, да, полустенками? С двойными стенами, да? Тут двойные потолки у них стоят. Вот туда можно, смотри. Но он в пикселе, я не могу его убить, он в джаггерсете. Я ему 4 хита дал. Дима, я нашел, где можно потолки обойти. Где? Сейчас тебе покажу. Может по гаражкам пойти просто, нет? Тут 200 хп осталось. Вот сюда становимся. И вон, видно сразу Ну стенку. давай, но не факт, что Потолки. он будет долбиться. Я вниз прыгнул. Угу. Открыл 4.
Смотри аккуратно, Димон, там справа чел пиксель пикает, да. Шкаф. О, так это изи бункер. Открывает двери сверху. Сверху открывает. Хоть никаких ресурсов ценных мы тут не нашли, зато мы могли избавиться от их шкафчика. Бегает справа. Да. Меня убил. У меня ракеты кончились, если что, то последнюю выстрелял. Забирай ресы, которые тут есть. Ты по мне стрелял? Сверху, 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 справа, 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 наверху здесь я пострелял. У меня одна ракета, Дима, осталась, все. Вон он слева открывает. Взорвал. Слева взорвал. Но у нас лестниц нет, да, тут? И так как у нас оставалось еще немного ракет, мы подумали, а почему бы не впустить их полностью в их домик. Ведь все это было накрафчено благодаря их ресурсам, которые мы нашли у них в нычке. А нам ресурсы уже были не нужны, только фан. Убил его. Хорош. Поднять, я валяюсь. В спину смотри. По мне справа стреляю, с другого дома. На крыше, да. Поднял. Еще выше нельзя? Есть лестница? Вот нам еще выше Есть надо. одна. Вот туда смотри. Я чуть не сдох. Он тут. На улице убил. Иди сюда! Убил. Найс. Hello, бро! Он у меня заспавнился на кровати, я его убил. В теории я могу, наверное, турели у них офнуть. Если повезет. Ты разбил уже, да? Турели не выключились, блин. Там много турелей наверху, у нас даже скоростных нет. Это я в окне. Это я. У нас ни гранат, ничего нет, да? У ребят полностью закончились сеты, и вместо того, чтобы с нами сражаться, они просто пытались нас оскорбить. Но мы отвечать агрессией не собирались. You offline like f***ing pussy. Shut up. I online you You now. play US servers so you can play when everybody's asleep. Shut the f***. Online you now, bro. Online easy raid. You raided me 3 hours ago. This isn't even Easy my raid. base, you f***ing re- Thanks to for 7-Eleven. gunpowder, my friend. Thanks for gunpowder. Easy. Easy secret room. 3 days in a row, you stay up late just to f*** me, you f***. Don't worry, my boy. Easy loot. Thank you. Easy raid because you wait until nobody's online because you scared like f***ing. И тут мы уже поняли то, что эта битва была полностью закончена. Потому что мы забрали у них все, что у них было. Но вот только, нужно ли это нам было? Я думаю, нет. Мы зарейдили основные их базы, но почему-то от этого удовольствия я, мягко говоря, особо не получил. Поэтому я решил с ними поговорить. О, вот он стоит. Слышь, иди сюда. Вниз. Смотри, вон там, запусти меня, где дверь? Где дверь? А, можно отсюда запрыгнуть. Да, запрыгнуть же можно. Смотри, показываю. Hello, my friend. What are you doing here? We can talk with you. Stay. My friend. Why would I stay and talk to you? You offline me 3 days in a row. You wait until way late in the morning. You're actually my friend. And you know it, brother. Now we have And the sad part is, you're good. You are good, and you act like. Why you rate like when you're good? I don't understand. My friend. Now in Moscow City, 9 p.m. You know that we're not trying to offline you. I don't yes, know your I know, time. but you play US server, so you can offline. You know that, right? This is US server, and you play it on purpose, so you can offline like. Listen, my friend. Your server is shit. This is true. You know this is true. You smile right now, IRL, because you know it's true.
You're smiling right now Bro. because you know it's true. Bro, listen. I told you we don't need resources from your base. We need only fun. We need online raid or something. But I'm sorry if we offline you because in my time it's not morning. You know that? Yeah, I get that. You said 9 p.m. That's not even late. It's decent time. I understand. It just sucks to wake up and my base gone and I don't even get to shoot one gun, you know? I only got to defend this base, you know? Not even one peek used. You know why I raid your base? Because J-Rock killed Well, me. you know what one's mine, right? Because J-Rock killed me when I joined your island, you know that? I just wanna build base, live like a good neighbor, like naked, you know that? And J-Rock killed me 3 times and say shit. He say I'm bad, you know that? Let's be honest. You do not seem the type of man to have neighbors anyway. Let's be honest. Are you play like a village? Or you play first wipe together? First wipe together. Oh my god. Oh my god. But this wipe is so Tell crazy, me, bro. You knew this already. You knew this already by looking. Come on, you knew this already by looking. По его голосу и его эмоциям было слышно, что этот парень совершенно не такой злой, каким он казался на первый взгляд. Да и мы тоже были не злыми парнями, как вы знаете. Просто судьба сыграла злую шутку. Да, возможно, я проучил этих ребят, но Rust это такая игра, где они пытались просто выжить. Поэтому я решил им отдать все, что у нас было. Окей, I say my friend hands up. I say my friend hands up, and you can go with your friend. Let's go. I open base when we raid. Я предлагаю сделать немножко интереснее вещь. Let's go, boys. Hello, Black Op, Excelcon. Hello. Hello. We found your secret room, my friend. We found it. Did you? You found it? No. I hope not. We just see stability in your foundation, you know that? How many hours, by the way? You're so good. I got maybe 20k. My friend maybe 10k. And 20k? Oh, yeah. Okay. That explains it. Oh, you shoot like at 20k hours. Not gonna lie, bro. Not gonna lie. I'm sorry if we ruined your vibe. Okay, wait. I just understand. look at this. You can use your TC again. Okay, beautiful. I appreciate that. The boys will But very much we have appreciate small having this present good for time. you, but we need maybe 30 minutes for this. If you can wait, we can go at your island. Мы не просто хотели вернуть им домик. Мы решили отдать им все, что у нас было в арке. Я думаю, им все пригодится. Там 3 верстаки надо им еще взять, потому что мы же снимали, да? Бомжи, прикинь, такие стоят, как в меме, да, которые смотрят вверх, короче, и на него это огни. The Weeknd. Let's go. Загружайся, вафля. Я и забыл, что я вафля. Врубай сирену, Илюша. Только надо только покружить, понял? Чуть-чуть покружить. Да, полетаем вокруг, да. короче, просто Да. по территории, типа. Круг почета сделаем последний. Илюшенька, начинай. Давай, Импровизация. сигнализация. Все, набирай высоту, Димон, набирай. И сейчас прям в него. Прям хазматчика там, видел, стоит сверху? Да, прям в него давай. врубай сирену. Прикинь, какая комедия, слышишь? Вот так вот. Который Вот так вот тот, да? Да, вон он. Вот он, прям на него летишь, давай. Я умер.
Very funny. I thought you were gonna MOS us. Did you see my notes? Yes, I saw the notes. Okay, take it. Take it back, your beautiful base. Thank you. And have a nice vibe. Thank you, brother. Thank you. You beautiful enemies, you know that? Very beautiful enemies. Yes, you too. You too. You know, no grief, none of that other stuff. I appreciate that. It's nice. Знаете, эта история закрутилась действительно очень серьезно. И мне не описать словами, насколько даже мне стало жалко этих добряков. И честно говоря, мне хотелось бы вернуться на этот остров, чтобы им помочь избавиться от их огромных врагов, в виде той деревни, которая по ним постоянно отрабатывала. Но чтобы я мог реализовать эту задумку, ребят, вам нужно поставить лайк и написать об этом в комментариях, если вы хотите увидеть вторую часть. И тогда я, конечно же, займусь этим вопросом. А сейчас, адьос, растеры. Я погнал отдыхать, а вы наслаждайтесь титрами. И да, просто помните, что история этого острова еще не закончена. И поверьте мне, вас ждет еще очень длинное путешествие. А теперь небольшие титры. И знаете, иногда герои тоже ошибаются, но главное вовремя исправить эту ошибку. С. Маркус Аврелиус. Ты что, все еще здесь?